Всем доброго утра уже, друзья мои. Я хочу показать тем людям, которые ужасно завидуют моей успешности, востребованности и тому, что люди меня уважают и любят, раскрыть секрет того, почему это происходит. Вот вы сейчас видите 10-й сон уже, если не 40-й. Смотрите на время. 5 часов. А я работаю. Я пишу, переписываю, исправляю, улучшаю. Я работаю. Понимаете? Вот если вы будете так работать, как я, у вас все будет хорошо, у вас будет успех, достаток, у вас дела пойдут отлично, вы будете востребованы, умны, образованы и прочее, и вам будет чем заняться в этой жизни. Это я так к слову говорю. Еще раз говорю, дорогие друзья, единственный выход в этой жизни – подняться, заявить о себе и проявить себя как талантливый человек, если ты талантливый человек, это работать. Очень много работать. И те, которые не понимают, за что мне эти блага, за что мне уважение, почет и прочее, я показываю снова время. Вы все спите крепким сном, но не я. Я как Наполеон сплю 2 часа. И это мне дает возможность идти вперед. Я вам советую работать, как я, пахать. Работа очень полезная вещь. Знаете, когда херней маются люди, хочется сказать, работать не пробовали? Поработайте чуть-чуть. Оздоровится ваш мозг, сознание и жизнь в том числе. А теперь перейдем к тому, для чего я начала снимать видео. Дорогие друзья, в древние века дом ведьм, да и ведьму обходили стороной за километр. Ее уважали, трепетали перед ней и боялись, потому что наказание за неуважение следовало незамедлительно. И настолько это было очевидно и сразу, что не оставляло никаких сомнений. В наш век коммуникации появилось очень много различных людей, которые называют себя колдунами, магами, чародеями, не знаю. И у людей сложилось такое впечатление, что все они одинаковые, и можно любого из них оскорбить, и ничего страшного. Тем более, что те, которые на самом деле бизнес строят, и нет у них никаких сил, они не реагируют на это, точнее, боятся реагировать, поскольку боятся терять клиентскую базу. Однако встречаются и настоящие. И в отличие от тех деревенских ведьм, которые наказывали, и это наказание было видно на все село, в наше время не уследишь, кто был наказан, кто как получил свое, кто чего. Хотя то безумие, которое наблюдается иногда, уже говорит о том, что наказание есть, и что у людей сыпется жизнь, потому что люди счастливые, люди самодостаточные, довольные жизнью, вот такой хренью не занимаются. Уже понятное дело. И чем больше эти люди начинают внедряться вот в эту помойную яму, тем больше они будоражат духи, силы вот нижнего астрала. А нижнего астрала духи – это упыри. Это те, которые питаются энергетикой человека. Если человек все время себя кидает в такие разборки, в такие дебри, в такую грязь, то он поневоле просто становится их кормом. Его жизнь сыпется, все разлетается к черту. Однако в наше время бывают моменты, что люди, как правило, они трусливо будут прятаться за аватарами. Как правило, они будут считать, что они в безопасности. Если это Маша напишет, что она Клаша, и прочее, да, поставить какую-нибудь фотографию там какой-то актрисы, либо это вообще для человека, и будет считать, что она, в принципе, безнаказанно может писать, говорить все, что угодно. Как таких людей наказать? Один из методов я вам передам.
И, собственно, этот метод я часто использовала для себя, для своих целей, после чего извинялись. После чего был страх, после чего звонили, писали, извинялись. Таким людям следует знать, что для сил, для духов нет пространства, времени, измерений, ничего нет. Когда ведьма направляет эти силы, они находят. Сквозь эти пространства они находят. Если ведьма видит человека и без фотографии говорит судьбу, значит, она откуда-то вычитывает эту информацию с человека. Значит, ей передают эти силы, правда? Значит, эти силы знают судьбу и жизнь каждого человека. Так вот, если она может вылечить за много километров, если она может снять порчу за 1000 километров, если она может менять судьбы людей за 1 000 000 километров, то так ли ей сложно наказать кого-либо за 1 000 000 километров, даже не имея фото и имени? Вот это моя фраза для того, чтобы вас наказать, мне не нужно фото и имя. Начали использовать всякие существа, якобы как свое изобретение. На самом деле очень много, что вы слышите, это есть мое. Итак, как наказать человека, который тебя оскорбляет на сайте и считает, что он будет безнаказан? Есть один такой яростный посыл, которым я с вами сейчас поделюсь. Вам нужно зажечь черную свечу, неважно, днем это, ночью это, хоть когда. Как только вы это прочтете, у этого человека начнется трясучка, лихорадка, ей станет плохо, очень хреново. Некоторое время он даже может удалиться, там, уйти из интернета. По крайней мере, испугается очень здорово. И это проверенный метод. Даже если виду не подаст и не покажет, то внутри эта трясучка есть 100%. К смерти это не приведет, но что жизнь начнет сыпаться, это однозначно. Наказание получит очень серьезное и задумается. Хотя еще раз говорю, что есть люди, которые всеми силами пытаются показать, что все у них прекрасно и отлично, хотя со стороны все их поведение настолько безумно и беспонятно, что понимаешь, что там отличного быть ничего не может, даже близко. В любом случае, для себя удовлетворение будет, когда ты почувствуешь, что этому человеку больно и плохо стало от того, что он тебя затронул ни за что. Так вот, это я дарю только практикам, потому что только практики вправе такое провести. Простому человеку никак нельзя. И теперь те, которые вот так вот легко и просто пишут, учтите, что каждый раз, когда вы будете какую-то хрень писать человеку, имеющую силу, вы будете получать вот этот яростный посыл. Тут же вас будет трясти, подниматься температура, у вас начнутся страхи, у вас нарушится сон, кровообращение и очень много чего еще в жизни. Если вы ждали какой-то подарок, деньги, они не придут, и у вас достаточно много проблем начнется за короткое время. Но если вы дальше рискнете писать, значит, дальше будут вам яростный посыл отправлять. И еще раз у вас будет еще больше и еще хлеще, то есть приплюсуется. Так что, уважаемые тролли, задумайтесь, стоит ли трогать таких людей. Особенно после того, что я им сейчас подарю. Итак, зажигаем свечу. Смотрим, представляем этого человека, энергетику этого человека, вообще того, кто вас обидел. Если их было много, можете просто представить их. Не важно, что у вас нет фотографии, не важно, что нет имени. Это вообще не мешает делу. Посмотрели и начнем. Ты, кто прячется от меня, ты, кто взял чужое имя, ты как зверь, что прячется в норе. Куда ты денешься от моих стражников? Куда ты денешься от сил, что за моей спиной? Куда ты от меня денешься? Поднимаю я бурю. Эй, вы черные силы, эй, вы духи бродячие, да мертвяки незрячие. Эй, вы ночные упыри, духи вурдалаки, кличем кликну, выкликаю, всех вас вместе собираю, бурю с вихрем поднимаю, к обидчику направляю. Порву я пространство и время, открою я потайную дверь. По ту сторону жизни и смерти все скрытое откроется, и имя твое, и лицо, и рот раскроется. Пространство откройся,
Стрела ярая, направься. Силою черной к врагу отправься. Я тебя бью, я тебя деру и разрываю, будь ты проклята. За все кровью плати. Начался твой ад. В жизни твоей разлад, разуму помутнение, семье твоей разорение. Заупокойная песня отныне звучит в стенах твоего дома. Дарю тебе боль и плач. Идет к тебе черный палач. Получай, получай, получай. Всех, кого призвала, себе в дар забирай. Наказание твое началось. Не спастись тебе, не уйти тебе. Отчет времени идет на секунды. Свершилось. И вот после этого посмотрите через некоторое время, как он исчезнет с сайта, или перестанет вас задевать, или тон сменит. Очень, очень сильно и серьезно сменит свой тон. Так что, уважаемые тролли, не рискуйте здоровьем, жизнью, благополучием и много чем еще. Всем удачи!